Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим многочисленным просьбам я буду лепить Годзиллу. В прошлом видео я лепил Фрэнка из игры Brawl Stars. Если вы вдруг пропустили это видео, то можете посмотреть. А если не хотите пропустить новые ролики, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Для лепки фигурки Годзиллы мне понадобится пластилин темно-коричневого цвета, темно-синего и темно-фиолетового, также немного голубого, черного и белого цвета. Сначала смешаю коричневый, синий и фиолетовый пластилин до получения однородного цвета. Таким образом мы получим темно-серый цвет, который в обычных наборах пластилина не встречается. По моим оценкам, серого пластилина мне не хватит, поэтому внутреннюю часть фигурки я сделаю из пластилина другого цвета. Фиолетового у меня много, поэтому сделаю из него. Но пока я буду лепить, расскажу вам историю Годзиллы. Годзилла – это огромный монстр-мутант, главный герой комиксов, мультфильмов, компьютерных игр и кинофильмов. Этот вымышленный персонаж появился в японской масс-культуре. Считается, что взрыв водородной бомбы заставил мутировать доисторического ящера. Рост Годзиллы, по разным данным, составляет от 50 до 160 метров. Впервые монстр появился на телеэкранах в 1954 году. С тех пор о нем была снята целая серия фильмов. На Годзиллу обратили внимание даже голливудские продюсеры, выпустив зрелищные блокбастеры со своим монстром Кинг-Конгом. К 1998 году монстр появился в 29 фильмах, став настоящей легендой и одним из самых узнаваемых персонажей в истории кино. Японский сериал о нем получил даже собственную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Сегодня Годзилла воспринимается неотъемлемой частью современной японской масс-культуры. Но по большому счету об этом монстре нам известно немного. Пускай герой фантастический, но его настоящий и изначальный облик искажен некоторыми мифами. Когда люди слышат имя Годзиллы, то они представляют себе огромного монстра, разрушающего города и уничтожающего несчастных японцев. Образ кажется кукольным, относящимся к манерным фильмам 1970-х. Но в фильмах этой эпохи Годзилла зачастую был хорошим персонажем. Началась положительная история мутанта в 1964 году в фильме «Гидора. Трехголовый монстр». В нем Годзилла объединился с бабочкой Мотрой и птерозавром Роданом, дабы противостоять трехголовому инопланетному монстру Гидоре. В паре лент Годзилла выступает в качестве защитника планеты Земля, противостоя морским чудовищам, чужеродным зверям и даже роботизированной версии самого себя. Мутант даже объединился с Ультраменом в сериале Zone Fighter, и только в новой серии фильмов о Годзилле, начавшейся в 1984 году, он снова предстал разрушителем города и отрицательным персонажем. Существует миф, что Годзилла является мутировавшим тираннозавром Рекс. Этот миф появился благодаря американской версии фильма «Кинг-Конг против Годзиллы». В нем есть сцена, в которой пожилой ученый утверждает, что Годзилла является помесью тираннозавра Рекса и стегозавра. И хотя в ранних фильмах такое происхождение монстра все еще фигурировало, он никогда напрямую не был связан с таким видом динозавра. Снявший самый первый фильм в 1954 году Исиро Хонда и мастер спецэффектов Эдди Субайра сформировали облик Годзиллы на основе черт сразу нескольких динозавров. А в фильме 1991 года «Годзилла против Кинга Гидоры» появилось предположение, что монстр на самом деле является новой разновидностью динозавра. Ее окрестили Годзилла-завр. Существо проживало на уединенном острове в Тихом океане, являясь японской версией лохнесского чудовища. Годзилла-завр позже мутировал из-за воздействия атомной бомбы, превратившись в огромного зеленого монстра. Также есть миф, что Годзилла неуязвим. На самом деле Годзиллу можно считать лишь почти неуязвимым. У этого существа есть иммунитет к обычному человеческому оружию, благодаря специальному регенерирующему гену G1. Это позволяет Годзилле моментально заживлять свои раны. Тем не менее, в фильмах монстр умирал как минимум 4-жды. В оригинальном фильме он распадался на молекулярном уровне благодаря оружию разрушитель кислорода.
Этот инструмент придумал ученый Серидзава. В фильме «Годзилла» 1985 года сердце мутанта останавливается после попадания кадмиевой ракеты в горло, а перед этим он успел выжить после ракетно-ядерного удара в верхних слоях атмосферы. В «Годзилле против Разрушителя» монстр перегревает свое тело и тает. А в фильме 2001 года «Годзилла Мотра Кинг Гидора. Монстры атакуют» чудовище проглотило адмирала в небольшом подводном судне. Человек изнутри запустил ракету, которая взорвалась, разорвав плоть ящера. Из раны на спине Годзиллы вылилась тепловая энергия, и он разорвал сам себя. И хотя монстр умер, на дне залива продолжило биться его сердце. Также существует интересный миф о том, что Годзилла дышит огнем. Этот вопрос может показаться семантическим, однако для японцев, переживших ядерные бомбардировки в ходе Второй мировой войны, важны некоторые особенности ужасного монстра. Он не только мутировал из-за радиации, но и умеет испускать радиоактивную энергию. В первых фильмах это больше напоминало ядовитый пар или дым, но к середине 60-х появился луч. Такое оружие Годзилла сохранил до сих пор. Обычно луч ярко-синий, за редкими исключениями, а спинные пластины монстра мерцают таким же цветом. Интересно, что в американском производстве, все тех же мультфильмах Ханна-Барбера, комикс Марвел, а также в маркетинговых плакатах для фильмов в местном дубляже дыхание Годзиллы изображалось как огненное, ярко-красное. Некоторые расценили такое изображение как попытку дистанцироваться от связи монстра с американскими ядерными бомбардировками Японии. Однако более вероятно, что по мнению продюсеров-американцам должен был больше понравиться классический зеленый огнедышащий дракон, нежели существо, стреляющее синими лучами. В новом фильме 2019 года «Годзилла 2. Король монстров» луч, испускаемый Годзиллой, будет голубого или синего цвета, судя по трейлеру. Новая история расскажет о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Радан и ультимативный кодзю трехголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторону и постараться не погибнуть. На спине и хвосте у Годзиллы, как и у стегозавров, в несколько рядов располагаются огромные костяные пластины. С их помощью стегозавры регулировали температуру тела, остывали при перегреве и нагревались, когда холодно. Пластины были густо оплетены кровеносными сосудами для усиления теплообмена. У Годзиллы эти пластины светятся голубым светом от ядерной энергии. В общем, ребята, вот такой Годзилла у меня получился. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поддержите канал. Также будет очень круто, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. В комментариях можете написать, каких персонажей из фильмов или игр нам еще слепить. Далее, как обычно, будут приветики от Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина.
Приветы от меня сегодня получают Дима П2, Артем Бро Ниндзя Рус и Юля Козырева. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю приветы участникам нашей группы ВКонтакте за репосты. Приветик получает Андрей Масалько, Саша Минеев, Денис Горлов, Алексей Дороженко, Вася Нелюбов, Сэмми Лоренс и Даниил Мишуков. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи!